Добрый день, уважаемые дамы и господа, рад вас всех видеть. Сегодня у нас некие подведение итогов. Доска с левой стороны, вам ее нужно сфотографировать. То есть мы с вами будем сегодня говорить о технологической системе, как бы Pikaya. То есть по сути в этом, вот если мы будем смотреть на доску, как бы здесь показана вся решетка, комбинационная решетка, как бы технологии. Мы обсуждаем технологическую систему Pikaya. My best regards, dear ladies and gentlemen. So the issue we're going to discuss today concerns the technological system of Pikaya. Okay. На доске у вас вся система Pikaya как бы разрисована в четырех, как бы вертикальных свечках, как бы. So please pay attention to the scheme, to the picture. And here we have all the ideas, all the steps of the technological environment of Pikaya system, and all these issues, all the steps are, structurized in 4 different vertical levels. Like there are 4 pillars of the system, and here we see the elements structurized on the basis of these 4 pillars. Давайте посмотрим, как эта штука работает. Let's find out the way this system works or functions. Для того, чтобы начать изучать Pikaya, как бы, понятно, мы будем говорить о 4 вот этих спортзалах отдельных, да, то есть. So overall, we're going to speak about 4 different boxing gyms, training gyms. Like 4 different types of training. Нам нужно начинать пытаться как бы соединять 2 противоположности. So overall, to begin the studies of Pikaya system, we have to learn how to unite or how to interconnect the 2 contradictory sides. И, безусловно, нам без философской системы будет это делать тяжело, нам будет непонятно, почему так. In order to know how to make these contradictions meet, first of all, we require the so-called philosophical system, because without philosophical system, one cannot understand what's going on. И давайте мы попробуем сейчас на доске как бы нарисовать как бы некую вещь. По сути своей. Вот гора, вот здесь замок наверху стоит. Let's make a scheme. Looks like a mountain. In here we have a certain castle. Какой-то замок стоит. И как вы понимаете, вот здесь живет первая философская система. So this is like a castle. Здесь живет первая философская как бы система. And here on the level of the castle, we have the philosophical system number 1. Да. И вы должны как бы понимать, что если мы говорим о руководстве, да, то есть о главном человеке, его философская система от всех остальных философских систем будет отличаться. And speaking about the person who rules this very system, of course, the philosophy of the ruler is different from the philosophy of other people. Понятно, да? И если мы с вами спустимся до уровня, как бы, который называется вот армия, да, то есть люди, которые, по сути своей, они живут где-то вот тут, в предгорьях, да, то есть. То есть у военачальника одна философия, а у его армии совершенно другая философия. Да? И это будет философия номер 2. So again, we have the philosophy of commanders and we have the philosophy of the army. The philosophy of commanders, this is philosophy number 1.
of the system number 1, and the philosophy of the army, this is the philosophical system number 2. Окей. И когда мы с вами вот пойдем сюда на равнину, здесь тоже дом стоять будет. Который будет этой равниной руководить. То есть тоже в виде замка что-то такое. И здесь будет философская система номер 3. So let's pretend this is like the plain hillside, or the just like the plain lands, so-called. And here on the plain lands there is one so-called main house. And here we have the people who control this plain lands. And this is the philosophy number 3. Okay. И когда вот тут будут работать люди, на этих полях будут работать люди. And here we have people. Who are working somewhere in the meadows. Это будет философская система номер 4. So the people work here, they have the philosophical system number 4. Окей? Видите? Здесь мы глаз нарисуем. Да, глаз. Помните, Мендель Герш говорил, без пригляду нельзя. Нельзя без пригляда. Если кто-то хочет работать, то нельзя без пригляда. Так вот этот глаз – это пригляд. Так вот этот глаз, вот это все нарисовал, эту картинку. Ну так, он ее увидел, этот глаз, и нарисовал эту картинку. Он создал эту картинку, глаз, да? Видите? Нельзя работать без пригляда. Нельзя. И вот это философская система номер 5. So let's pretend there is some sort of, like this is the eye, the eye of some person who actually has created all this thing and who has, let me say, drawn and managed all this thing. So the person who has done this, I mean the creator of all that stuff, he shares the philosophical system number 5. Окей? Разворачиваем голову на доску. Видим все те же 5 этажей. И каждый из этих этажей строго соответствует наоборот. Прямо да наоборот. То есть первый этаж это 5-й. А 5-й этаж, по сути своей, 5-й этаж это первый, в самом верху, а единица, то есть по сути, вот как мы двигались, то есть по сути, в самом низу 4-я система. Ну вот, если мы возьмем вот эту 4-ю систему, да, то есть мы вот сейчас, смотрите, глаз на самом верху, как вы Бога и привыкли видеть, да, то есть как бы в треугольнике, да, глаз треугольником, да. Получается 4-я, это вот здесь, да? Сам низ. Это равнина? 4-я это равнина. Нет, люди на полях. Люди на полях, да, вот это вот. Вот это получается равнина, управляющая Да. равнина. Те, кто управляет этими людьми, да, то есть. Потом выше армия, да, люди паранормальные, им непонятные совершенно, которые не работают, но едят, да. Да, замок и вот этот рыцарь, да, это 4-й уровень. И пригляд там где-то, да.
люди 4-го уровня истории, про которых как бы никто ничего как бы не знает. Да? Да, то есть по сути в самом деле люди на полях это единица. Это вот первая вся вот эта штуковина. Дальше управляющие равнины, вот они выше на этаж, да, это военная история, да, Луис Пачека де Нарваеза, да, доступные вещи, вот это, видите, да? Дальше 3-я армия, да, это криминал, огнестрельное оружие, тактика, вот тут уровень, да, горизонтально. Это вот переходи вот по этой штуке. То есть откуда взялась эта этажность технологии? Природа этажей технологий. То есть откуда взялся вот этот штырь? Он не с воздуха взялся. Вы видите, что он не с воздуха взялся? Все нарисовано на доске. И вы видите, на 4-м уровне у нас дворяне, видите, вот они, замок, дворяне, да? Ну, слева, смотрите, дворяне, да? Удушение, дорада. Вице-гомер. Да, Нескольких вооружений. да, абсолютно верно. Ну, вы, например, показывали с Дебюсси. Да. И вверху феномены, да? То есть вот тот глаз, тот пригляд, который без пригляда, как Герш Мендель говорил, нельзя работать. Нигде люди без пригляда не работают. Как бы, да. И это осталось с древних времен. То есть нельзя без пригляда. Как бы. То есть кто-то должен смотреть за тем, как люди работают, потому что человек такая натура, может что-то не то сделать. Как бы, да. То есть его надо быстренько тормознуть, дать по ушам и тормознуть, как бы, да, чтобы беспредела не было. Понимаете? То есть, по сути, когда мы приходим заниматься Pikaya, мы себя мним кем-то из вот этого всего. На самом деле мы все вот здесь на полях работаем. Again, right now the scheme, the picture that you see on the board is actually the nature. This is the concept that represents the nature of the Pikaya technological system. So we have 5 philosophies in 5 different levels of 5 different people who actually try or attempt starting learning the Pikaya. In the very beginning, one may feel that he's like a great guy. However, in the very beginning, we are just people, we are beginners, we are the newbies. Or, speaking metaphorically, we are the people who are working on the plain lands. We are those who just starting digging the ground of the technological Pikaya concept. Да, то есть как бы по сути своей как бы человек себя может мнить кем угодно, но на самом деле вот он на полях вот, знаете, вот пасется. So actually, it doesn't matter whatever the person may claim who he is, what sort of master, sifu, guru, it doesn't matter. Actually, frankly speaking, in the very beginning, you are just like the person with a shovel in your hands who is digging the ground somewhere in the plain land. То есть это, больше чем на ополчение они не тянут. It's like the non-professional troops that are collected somewhere in the towns. Non-professional troops. Да, и если они хотят действительно вот к тому глазу приблизиться, то надо начинать восхождение наверх, на эту гору. And in case the person strives becoming a real master, strives dealing with, let me say, the level of number 5, he actually should realize it's the great way for him for ascending this mountain, for ascending these 5 steps. Понимаете, да? То есть, как бы, чтобы вот туда приблизиться, нужно начинать движение наверх. И почему мы говорим о том, что человек, ну, как бы, он в любом случае, кем бы он ни был, хоть чемпионом мира по самбо, он все равно вот ополчение. And there is the reason, Dr. Maltsov explains that actually, even if the person is some sort of champion or the candidate, for instance, of Sambo, still, in the very beginning, when he's meeting Pikaya, he is just
a member of a non-professional troupe or militia. И я прям вот беру первого попавшегося, Жерара Тибо. Смогут объяснить всю книгу? Let's take an experiment in case you feel like you are not, let me say, non-professional, but a person highly professional. Let's take an experiment. Let's choose the book of Gérard Thibault, The Academy of the Sword, and try explaining to the rest of the crowd what's written in that very book. С психикой у них точно не в порядке все. С юриспруденцией тоже. The same trouble actually one may face claiming he's a great knowledgeable guy. The same trouble is with psyche, with the knowledge of psychology, with jurisprudency or legislative system. So it's То like the есть same то, чем level. они занимаются, мгновенно нейтрализуется погодными условиями, географическими условиями. The things that they're practicing is highly neutralized by ordinary weather changes. Ну, нож для них это загадка всех загадок. То есть For most of the speakers, actually, the knife represents the great enigma. То есть, по сути, весь первый уровень для них загадка. So again, the level number one that we have listed right away, it's like a total enigma for a person, even in case he's claiming he is a great knowledgeable guy. Ну, то есть, по сути своей, там, что бы вы как бы ни говорили, то есть, как бы вы себя не оценивали, да, то есть, если вы первый уровень не проходите, то есть не способны как бы продемонстрировать все элементы первого как бы уровня, то вы пасетесь вот на этой равнине. So again, it doesn't matter what statuses the person bears, how highly he claims or what he tries to represent out of himself. Right, in case he is incapable of explaining all the elements of the first level, that means that actually he is just on the very first step of introduction to the fighting system. То есть там хотите вы этого или не хотите, там, но вы вот в таком состоянии подготовки на сегодняшний день находитесь. И мы можем с вами начинать восхождение вот сюда наверх. And this is that objective pivot that helps us to realize that we have the great way for ascending the top of the mountain or the top of this system. И мы так и будем с вами, ну, можем идти наверх до феноменальности, да? And Dr. Maltsev explains that logically this is the way we can study Pikaya system. We can ascend starting from the level number 1 and then going up till the level number 5. I mean till the level of phenomenology. Ну, то есть превращение в феномена. It's like the level that represents phenomenological people who are just, let me see, inconceivable. They are phenomenons. То есть, ну, по сути своей, то есть, если мы говорим о мастерском уровне в Pikaya, да, то мы говорим о том, что эта матрица закрыта полностью. And speaking about so-called the level of mastership or the mastership degree in Pikaya system, by this we mean that all these elements are, let me say, mastered by the person. The person represents the whole structure. He knows everything that's written in the scheme. То есть человек может не только продемонстрировать любой из блоков, That means also that the person also is capable of demonstrating in real life any of these blocks. но одновременно соединить два блока. Moreover, he is also, that mastership degree means that he is also capable of, let me say, uniting or constructing several blocks and using them simultaneously. 4, 4 blocks, 8. 8 blocks. То есть 8 блоков одновременно в одном техническом элементе. So imagine a person who uses 8 elements written on the scheme that actually represents one technical element of Pikaya system. Ну, например, он может соединить погодные условия, да, идею, психику, юриспруденцию вот в одно единое техническое действие и объяснить, почему он так поступил именно в этот момент времени, после того, как сделал. For instance, let me just give you one example. For instance, the person knows how to deal with certain weather, let me say, weather environment. He is capable of uniting the idea, the knowledge of law, and his movement. This all represents one tactical element.
And the demonstration of this technical element helps him not to go to prison. And that person is capable of explaining how he did that. То есть получается как бы такая ситуация, когда человек может этими как бы элементами оперировать так же свободно, как, например, бы он конфету ел. То есть для него эти кубики должны быть, как бы, знаете, как у жонглера в цирке. So again, for a master, all the system consists of different blocks or consists of different elements. It's like the system that he easily jungles with. He may choose any element, demonstrate any element, interrelate any element with the others, and make great tactical issues, helping him to solve any task. Да. Поэтому все очень на самом деле просто. То есть если вы можете все это сделать, объяснить там, как бы и прочее, то вам совсем как бы не нужно беспокоиться в жизни как бы ни о чем. Но я уверен, что ни один человек на Земле это продемонстрировать сейчас не сможет. So overall, the person who is capable of using any of these elements freely in his daily life routine and practice, well, there is no task for him that he cannot solve. However, right away we believe that there are no people who are ready to explain all these elements of Pikaya system and show and demonstrate how that works. Да, это можно все сделать как бы за 5 лет. Why is it so? Because learning or studying the system requires time. And we strongly believe that the person, 5 years of studies would be enough in order to learn and master this system. Да, то есть, по сути, это 5-летний план профессиональной подготовки. It's like a 5-year-long plan helping one to grow, let me say, professionally, to become a real professional, to become a master. То есть нам нужно научиться играться этими всеми кубиками, если каждую вот эту точку кубиком считать, этими кубиками, как жонглер в цирке в любых ситуациях, при любых обстоятельствах. So let's pretend these are different balls. It's like a set of balls, and we are the one who learn how to juggle these balls. And this is like the gameplay we're going to master in 5 years. How to use any of these elements freely, how to use them effectively in any, let me say, professional or non-professional situation. То есть дальше мы должны научиться любой из кубиков соединять с любым другим из кубиков. То есть не горизонтально, а в разнобой. The next thing we are to learn to use is actually how to randomly unite different elements of the structure. Let's pretend you take the element number 1 and you take the element number 12 or the element number 20, and you know how to use them simultaneously or randomly. То есть, по сути, если мы посмотрим наверх от подходов, видите, то мы должны научиться сначала 2 подхода соединять в одно техническое как бы действие, да? Например, подход от правовых норм и подход от географических условий. So first of all, we are to learn how to unite the different approaches. For instance, how to unite the legal approach, the approach on the basis of legal knowledge, and the approach from different geographical environment aspects. Или, например, подход исторический и подход отраслевой соединять вместе. Or one may learn how to unite the historical approach and the sectorial approach. The professional field approach. Потом, например, 3 подхода, да, то есть, например, подход исторический, отраслевой и подход от точных наук, да. So again, here we have 8 approaches. In the very beginning, we learn how to unite 2 of them, then how to unite 3 of them, etc. Потом 4 подхода. Then 4 approaches. Одновременно использовать. How to use them simultaneously.
потом 5 подходов. Then 5, 6, 7, 8. То 8 есть till the beginning. в эталоне мы должны 8 подходов одновременно использовать в каждую секунду наших действий. So the high standard is all about the fact one learns how to deal and how to operate on the basis of 8 approaches simultaneously and randomly at any second of his task implementation. То есть это, видите, как этот глаз, который все обзирает, все видит, бинокулярно, 360 градусов. It's like let's pretend you have not a usual eye or usual vision, like let's pretend you have the binocular vision like 360 degrees. You see all around, like everything that's behind your back, in front of you, upstairs, downstairs, everything at the same time. Да. И кто-то ломанется сейчас и начнет кричать, что я это все сам освоил. Ну, есть такие. Let's pretend there are certain heroes who may claim that, okay, I'll master all these elements just on my own. I'll do that myself. Там вот видите, сбоку глаз, видите, нарисован. There is an eye. Видите, написано «нельзя без пригляда». Понимаете? Вот когда кто-то хочет что-то делать, нельзя без пригляда, никак. Кто-то вас должен наставлять и корректировать, потому что вы глупости наделаете. Actually, that sounds like a piece of joke. I mean, I'll do everything myself. Because actually, the person requires someone who helps him to achieve whatever he wishes. The person requires a master, he requires a mentor, he requires that very that very person who is watching for him and helping him to overcome the barriers, the traumas, the problems, etc. То есть я не хочу, чтобы вы меня воспринимали как тренера. And Dr. Maltsev is definitely against anyone perceiving him as a trainer. He's not a trainer or something like this. Я больше для вас поводырь, чем тренер. Знаете, вы слепые, как бы, пока вы слепые, вас надо за руку водить, понимаете? Вы потом повзрослеете, и я из поводыря превращусь в консультанта, в человека, который вас консультирует. Но тренироваться и заниматься вы будете сами, без меня, как бы, понимаете? So we should say that Dr. Maltsev is not the coach or the trainer for you. He's like the guide. Let's pretend he's the guide. You are like the blind people and he is guiding you. And this is like the very beginning of this guide. You are going to learn yourself, you're going to practice yourself, and then, step by step, day by day, maybe Dr. Maltsev may retransform from the guide into instructor or consultant for you. Да, то есть, по сути, Pikaya – это технологическая среда. Я вас за руку в нее завожу и объясняю, как ей пользоваться. So once again, overall, Pikaya, the system of Pikaya represents the technological environment. Dr. Maltsev, as a guide, takes you by the hand and helps you to walk in, to take step into that technological environment. То есть, по сути, воспринимайте меня как конструктора, как инженера. Как бы. Вот вы как бы берете некую среду, как бы, которую я сконструировал, как бы, и вы консультируетесь, как ей пользоваться этой средой, понимаете? So the recommendation is to perceive or to treat Dr. Maltsev as the constructor, as the person who constructed and represented this very system. And he is also the guide who takes you by the hand and helps you to, let me say, learn this system as a piece of construction. Да, то есть по сути своей, как бы, я для вас человек, который лучше вас знает, как пользоваться этой средой. And sure enough, Dr. Maltsev is that very person who is, since he is a constructor, he definitely knows better how to use this system and he can explain. То есть я для вас не сенсей, No senseis, не сифу, no sifu, не гуру. no guru. This is definitely not about Mr. Maltsev. То есть это вы себе найдите где-нибудь в другом месте. То есть есть отдельный магазин гуру, отдельный магазин сифу и отдельный магазин, я думаю, сенсеев. So for those who require senseis, gurus and sifus in their lives, you should definitely choose something else and look for these people somewhere outside of Pikaya system sessions. То есть это система, где нет поясов,
there is a system, there is the system, let me say, lacking, there are no belts, there are no belt degrees, something like Нет this. одежды специальной. We don't have a special uniform here or Да, something like this. нету этого додзе, где ищут путь. There is no place we seek, we strive to find the path, like the dojo or something like this. Для того, чтобы заниматься Pikaya, вам достаточно иметь телефон. Well, if you wish learning Pikaya, your cell phone is enough for that sake. Или планшет. Or a tablet, I mean, planche, anything like this. Можете компьютер. Your smartphone, your PC, whatever, like something like this. Что у вас есть? That's the only thing you Не require. имеет никакого значения. Как бы. То есть для того, чтобы заниматься этой системой, не нужно облачаться в специальные одежды. In order to learn Pikaya and practice that, you actually don't require any special uniform. То есть если спросят меня, в чем занимаюсь я, в чем придется. So, if someone asks what Dr. Maltsev is wearing while practicing Pikaya, actually it doesn't matter, whatever. В чем придется? Вот как одет, так и занимайся. Вас же ситуация застанет в той одежде, в которой вы будете. It's all Вы like не привыкайте к хорошему. It's all like in real life. In real life, you may face any situations being dressed differently. So that's the point. Вы должны понимать, что если вы целыми днями на каблуках ходите, а в спортзале занимаетесь голыми ногами, на татами или где-то, то когда вы окажетесь на каблуках, у вас будут проблемы. There is such an example. Let's pretend, for instance, usually you're walking on high heels. То есть вы никогда этих технических элементов на каблуках не делали, поэтому как бы у вас начнутся неприятности. However, if you practice in some technical elements being barefoot, I mean without high heels, that means that in real life, if you are using your high heels, you would be incapable of making or producing those technical elements because you don't know, you have no practice of making these technical elements on high heels. Ну, то есть, понимаете, я на мотоцикле езжу в той одежде, в которой хожу. The same story is about riding the bike. Dr. Maltsev explains that he is not wearing any special uniform riding the bike. Одеваю комбинезон, специальный, только когда холодно, когда там температура 5-7 градусов. And he is like wearing some sort of special vest or something like this, only in case it's like a frosty weather outside. В остальных всех случаях езжу на мотоцикле, в той одежде, в которой прихожу в офис. Any other, let me say, motor riding situations don't require any special clothing, like your ordinary clothing, that's it. И для того, чтобы выстрелить из пистолета, мне не нужно переодеться, пойти в камуфляж, понимаете? The same story about using your gun, for instance. In order to make a gunshot, you don't have any special requirement for your clothing. You don't have to wear your camouflage or something like this. То есть я в чем есть, как одет сейчас, я как бы готов продемонстрировать что угодно. Хоть на мотоцикле поехать, хоть с двух рук с пистолетом отстреляться, понимаете? So again, it's like the same principle. Being dressed ordinarily, I am ready to, either to take a ride on the bike or to make a good shot from both hands. То есть вы будете в той одежде, в которой вы будете. So in any life situations, you are going to be dressed ordinarily, just the way you look, the way you do, the way you live. Если вы там в спортзале тренируете какие-то размашистые движения и зимой попадете в полушубок, то у вас эти размашистые движения у вас станут получаться, вы же понимаете, да? Полушубок сковывает и не дает той, простора действий, которые то есть если вы на севере будете, то у вас вряд ли там что-то стоит в валенках получаться. Давайте на вас валенки одену, посмотрим, что с вами будет. Вы в валенках-то ходили хоть раз? В жизни. Не, кто-то ходил, а кто даже не ходил. Американцы точно не ходили. Я же просто говорю, все на вас одену такие боты, как вам будет? For instance, if somewhere in the gym you're practicing some high, let me say, amplitude movements like of karate or something like this, let's pretend you're somewhere deep in the north, you're wearing a thick fur coat and you're trying to produce these huge high amplitude movements. You will be just incapable of doing that. Because your coat, your fur coat, doesn't help you to wave your hands
from side to side, just in the way you're practicing karate somewhere in the gym. То есть вы должны как бы понимать, что вы будете в той одежде, в которой вы будете ходить по городу, или там путешествовать, или еще что-то делать. И будете в том психологическом состоянии, то есть вот таком, как всегда. То есть вот такой, как вы есть, понимаете? So Ни лучше, ни хуже, как бы, понимаете? the conclusion is that actually one should be ready to use Pikaya without any special requirements. Again, in real life, you're wearing your ordinary clothing, in which you're practicing some professional stuff, or you're traveling, or you're just living, walking, breathing, whatever. So there are no special uniform or any other requirements. Вот посмотрите, как одеты ковбои в Техасе. Как бы. Им это не мешает делать те вещи, любые действия не мешают делать те вещи, которые, в общем-то, они делают там в Техасе. Ни морду в салоне бить, как бы, ни с винчестера стрелять, понимаете? So again, let's speak about one example. Let's pretend we're dealing with so-called cowboys of Texas. So again, today in the 21st century, these people are they're dressing ordinarily. And this type of dressing or clothing, well, it helps them both to fight somewhere in the saloon, like smashing some guys' faces, or to to make some Winchester shots. То есть поэтому я вот хожу как ковбой. So it's like Dr. Maltsov explains, it's like the same principle. I'm just like that Texas cowboy. Вот я нашел себе когда-то стиль, вот этот ковбойский, в котором я хожу, и уже 20 лет в этом стиле, в одном и том же стиле хожу. It's like 20 years ago I found this very style, so-called cowboy style, or ordinary clothing style, and this is the style I'm using every single day. То есть, потому что я вижу, что людям этот стиль одежды, он не мешает выполнять те задачи, которые у них в их достаточно непростых условиях жизни могут возникнуть. Понимаете? So again, I have chosen this very style since it doesn't block, it doesn't, let me say, become the barrier in my daily life routine and professional stuff. Ну а так как большинство современных производителей от Camel Active и заканчивая всеми остальными, все идеи сперли как раз там, как бы своей одежды, то вот я и хожу в этой одежде, те фирмы, которые такую одежду производят. Moreover, today there are so-called brands, like the clothing production brands, that actually originally they have taken these clothing ideas from this very style, I mean the ordinary style, like Camel Active, like 511 Tactical, whatever. Не обязательно. And the others. Есть огромное количество фирм, Red Point и так There are далее. so many of them. We're not going to list the companies, it's just an approach, it's just a principle. Да, то есть много фирм, которые сейчас делают эту одежду, а так как эта одежда сейчас в Европе возведена в божественный ранг. Again, there are so many companies producing the clothing, originally or naturally corresponding to this ordinary Texas cowboy style. And today in Europe, well, it's like the red line. It's like the main thing that people just preach for. They adore this type of clothing. Да, то есть как бы я не знаю, как давно вы были в Европе, но если пойдете посмотреть, то увидите, что там вот все стремятся ходить в такой одежде. Well, maybe some of you haven't visited Europe recently, but again, there are so many people over there who prefer this daily, ordinary style. Да, и как вы понимаете, хождение в другой одежде, оно может вам как-то повредить. Например, в костюме. То есть вы купите костюм, который будет стеснять ваши движения, и будут неприятности. То есть ваши движения станут скованными. Any other clothing styles chosen may become some sort of barrier. Let's pretend you're wearing something like, I don't know, some costume or suit like Hugo Boss, something like this. And this coat and these pants, they may actually harm you because they may stop you or block your movements. You won't be free in your movements. That's the point. Да, вот видите, я руку свободно поднимаю. Вот в пиджаке я могу ее не поднять. Понимаете? So right now, Dr. Maltsov is bending and I'm bending his arm freely. However, if one wears a suit,
like, let me say, the classical suit, the classical men's suit. Again, your movements won't be the free as they are right away. Это только в кино. Плащ не мешает бить ногами, понимаете? Well, Ну, плащ, как одежда. Не мешает бить ногами только в кино. it's only, the rest is all about the movies, because only in the movies we have some sort of codes that actually don't disturb your leg movements. Да, то есть это только в кино. Вы должны это как бы понять. И только в кино какие-то там затянутые кожаные куртки не мешают сгибанию рук как бы и прочим действиям. So only in the movie the cloak doesn't interfere your movements, and only in the movie this so-called tight skinny vests actually don't interfere with your movements. Да, поэтому, когда вы одеваетесь или выбираете стиль одежды, подумайте о том, куда вы едете и с кем, что вы будете делать до того, как вы будете в ситуацию, где у вас там не разгибаются руки, ноги и прочие как бы вещи. То есть начинайте думать об этом до того, как это произойдет. Вообще привыкайте думать обо всем до того, как это произойдет. So it's a good idea to think beforehand, for even to think the way you are dressed beforehand. Because, for instance, if you wear some sort of tight leather coat, it won't help you to be free in your movements. That's the option. Почему я хожу в такой одежде? Why have I chosen this clothing type or this clothing style? Потому что я эту одежду на себе не чувствую, ее нет. Как бы. Because it's like I don't feel this clothing on me. I don't feel them. They don't disturb me. They don't interfere with my movements. Если же вы вынуждены ходить в какой-то одежде, ну, на работу там, и так далее и тому подобное. For instance, in case you're obliged to wear some sort of clothing like a special uniform, это накладывает на вас отпечаток, то есть вам нужно корректировать свои действия, то есть привыкать действовать в этой одежде. Как бы, да. So actually this obligation imprints your technical elements and your movements, your actions. That's why preparing for some sort of situations you should actually think about this thing, that you are going to move wearing your uniform. И это вас заставит как бы думать. And this imprint or this obligation also pushes you to correct thinking. В Палермо есть легенда о монахе без рук, который создал одну из самых эффективных систем боя как бы клинком. There is, let me say, a legend in Palermo about the monk who had no hands. Let's pretend a person, a monk who has both left, who has no left and no right hand. And being an invalid, actually, this person being injured, this person managed to construct one of the most effective, it's like a really deathly effective knife fighting system. Поэтому, то есть считайте это своей неполноценностью. So if you're wearing some sort of special uniform or something like this, just let's pretend this is a piece of incompleteness you should know and think about beforehand. А неполноценность, значит, толкает вас к изобретательности. And incompleteness is that very thing that pushes you to become an inventor, a constructor. Я вот не знал монаха без рук, который создал самую эффективную систему фехтования клинком, но я знал человека, который без рук водил машину. Dr. Maltsuk explains that actually he hasn't known like face-to-face the handless monk. He hasn't met that person in his life. However, he has met the person who was capable of driving the car without hands. He had no hands, however, still he managed to drive the car. И управлял автомобилем достаточно уверенно, получше, чем многие с двумя руками ездят. And as a matter of fact, that very person, he was a very resourceful guy, and he was very confident in his driving, and he was driving far more better rather than people with both hands. И когда я его спросил, сколько он учился ездить на машине, он сказал год. And I asked him how much time did it require for him to learn how to drive a car, and he told me that just 1 year. То есть даже без рук можно научиться ездить на машине за год. So again, 1 year is enough to learn how to drive a car, even being handless.
То есть этот человек был преступником. That person was a criminal. Да, он был торговцем наркотиками. He was selling drugs. Да, и он, ну, ему нужно было ездить на машине, чтобы продавать наркотики и перевозить их. And actually, he needed that car drive in order to sell drugs. Его вот как-то мои знакомые отловили, ну, задержали. Well, the friends of mine, let me so-called, managed to catch him. They caught him, stopped him, let me say, in a way. Да, и у меня была возможность с ним поговорить. So Dr. Maltsev had actually an opportunity to speak to that guy. Вот я его и спросил. And these were the questions that I actually asked him since I was interested. Сколько он учился ездить на машине? Он мне сказал, год. Все знали, что он без рук ездит на машине. And everyone knew actually that guy was driving his car, being handless. Это абсолютно вот реальная вещь, как бы такой феномен вот был в городе Севастополе в Украине. Как бы. So again, that disabled person who managed to drive a car without hands, he was like a phenomenal guy, car driver in Sevastopol. И все знали, что он преступник, наркоторговец, и правоохранительным органам все это было хорошо как бы известно, они его преследовали постоянно, там, он от них убегал на этой машине там, и так далее, и тому подобное, ну вот без рук. And everyone actually knew that, I mean, like everyone knew that that person, he was a drug dealer and he was selling drugs, etc. There were people trying to catch him, trying to stop him. So that was, let me say, a widespread story back in Sevastopol. То есть научился человек вот ездить. Вот такая вот история. Поэтому как бы я думаю, что если вы будете поэтапно делать, что я буду говорить, новички, ну а остальных это не касается по причине того, что вы и так все умеете, может вы что для себя найдете как бы другое в этой системе, то вы через 5 лет с любым мастером ну, справитесь очень быстро, он даже не поймет как. So right now we are speaking about recommendations for the newbies, for the people who are new to this system. So once again, 5 years would be enough in order to learn all the elements, all the things and options of the Pikaya system. And well, 5 years, maybe you even won't realize the way you've mastered that. You won't be able to see how you overcome the other sifus and gurus. However, again, 5 years, that's enough. Да, то есть у меня люди через 3 месяца уже с мастерами, ну, как бы разбирались, есть видео, могу показать. And again, this is all that all going to happen in case you listen to Dr. Maltsev attentively and working like step by step. Because we've seen, we witnessed lots of stories when people who were training with Dr. Maltsev for 3 months only, they were capable to deal with all the sifus, gurus, heroes, superheroes, etc. Ну, то есть, как бы они не знали, что они мастера. Ну, просто они попали на одно занятие, на одну тренировку, и кто-то попал с каким-то из мастеров в пару, как бы, и вот там на видео очень ярко видно. Ну, как бы. We can even show you, we can share some piece of video footage with you. There were different, let me say, events, like, let's pretend, so-called seminars, and people were practicing, there were different, it was like the pair practice, and just newbies were practicing with great people, and somehow these great people happened to be not so great, because newbies who were training for 3 months only managed to win. У меня даже есть видео, там есть чемпион мира по боксу, и очень любопытное видео, двухчасовое, как бы, как он пытался преодолеть силу притяжения Земли. Well, we have a very peculiar, let me say, 2-hour-long video on which the person who is the worldwide boxing champion, he was for 2 years, he was trying to overcome the Earth's gravitational force. Let me say like this. То есть, прям такое длинное видео есть, где он там пришел на первую тренировку и решил попробовать. It's like the long story about the person who was the boxing champion and he tried to practice some things and he was trying for 2 hours long and actually he didn't succeed. That's the point. Очень любопытное видео. And that's peculiar stuff. То есть, ну, по-разному бывает.
you know, different things happen. Вам же вчера на видео показали, и так бывает, монсеньор, еще вот так бывает, монсеньор. Вот что-то было вроде вот этого. Like, you know, yesterday we were watching the video of the Duchess of Montserrat, and again, there are different fighting situations. Да. Everything might happen. Там же на видео все было показано, что и вот так бывает, и вот так. Редко, но бывает. Бывает, да. Так вот тоже бывает, монсеньор, да. Потому что там, вот в этом дворе были вот эти работники на полях, а против них был дворянин, как бы, на 4 головы выше, как бы. Понимаете? Человек, которого с молоком матери войну впитали в кровь, как бы. Человек, который был первой шпагой Франции, как бы, да. Поэтому, как бы, конечно, вот этот скотовод против такого человека, да что он может показать? Даже там особо приближенные к попе этого графа де Монсоро. Это разбойники, бандиты. Против такого человека, ну что они могут показать? Ничего. Он их по 3 доставал, и по 4, и по 5. Покиньте поле боя, вы убиты. То есть, ну, понятное дело, как бы, естественно. То есть, ну, неравные весовые категории, как бы, да. Так вы же помните начало самой саги, когда он один бился против 3 дворян возле Турнельского замка и хорошенько их отделал. Ну куда против 3 простолюдинов вот этих вот, ну, на полях пасущихся как коровы, как бы, ну, вы понимаете, что это забава просто, игра, как бы, для него. То есть это надо понять для себя. Ну, значит, многие вещи навязывает интернет сегодня. There are so many things that actually internet is making us to believe in. Да, It's like imposing certain facts. то есть если человек популярен в интернете, значит он хорошо что-то знает. Не совсем это так. So again, it's like there is such a stereotype that if the person is popular, let me say, in the internet or in the media, that means that he's like a cool guy, expert, knowing lots of stuff. However, that's usually it's not like that. То есть все люди популярные в интернете разные. Ну, Because, что вы понимаете. again, different people who are popular, they are different. Надо давать оценку конкретному лицу с конкретной темой, как бы, да, а не всех перемещать под одну гребенку, как бы влево или вправо. Всех, кто в интернете плохие, кто не в интернете хорошие. Ну так не бывает, вы же понимаете. Все люди разные. In terms of assessment, we should say that we should definitely differentiate the people, and we should not be, let me say, claiming like all people who are popular in the internet they're bad, and those who are offline they're good. No, it's not like this. We should speak about concrete situation, concrete figure, phenomena, event, etc. То есть вам должно быть, как бы это будет. That's the point. То есть, как бы, научитесь вот, прежде всего объективно смотреть на вещи. So the core recommendation is all about being objective. Try being, let me say, objective in your thinking. Вот сегодня был случай просто убийственный. Мы с Машей сидели, а человека спрашиваю, вот если вас ножом грабить будет, вы юрист, вы что, права будете зачитывать? Ну, что, рассказывать ему, что нельзя так делать? Он говорит, ну да, конечно, как еще? Ну, то есть человек, я не знаю, насколько он объективно смотрит на вещи. Нас с планшетом уже зачитали, я думаю, скоро права. То есть, кто не видел, могу показать на видео туда. Только начали зачитывать, сразу удар в планшет получили и разбили пол-лица человека. То есть одно слово, сразу удар. То есть если вы начинаете говорить, вместо того, чтобы действовать, вас сразу будут бить или убивать. Поэтому человек, который как бы сидел передо мной, он говорит, что он бы зачитал права. Не успел бы он зачитать права. То есть как только первое слово произнес, либо по морде получил бы, либо нож получил бы. Что с ним разговаривать? Он же сейчас орать начнет, мешать ограблению. Ну, вы же понимаете, да? То есть лучше его убить, забрать сумочку и уйти, понимаете? To make the long story go short, let's pretend there is a person who's trying to rob you with a knife, and you're an advocate or solicitor. What are you going to do? Are you going to read your rights? That's totally ineffective. Because if you start speaking against the armed person, you're going to be dead. Давайте посмотрим, откуда это берется.
So let's find out the source of these things. Вот ребенок, он всегда хочет казаться лучше, чем он есть. Понимаете? Let's speak about childhood. In childhood, any child tries to be better than he really is. То есть, если ты будешь хороший, мы дадим тебе конфету, понимаете? Because all environment Так tells родители их him, приучают. all parents, they actually teach or raise their children like, in case you're behaving good, you are going to be gifted with something like a candy or И cookie. у ребенка стирается грань между реальностью и как бы вот этим поведением не таким, как он есть на самом как бы деле, вы же понимаете, да? То есть дети разучивают это поведение в детстве. То есть быть лучше, чем казаться лучше, чем ты есть на самом как бы деле, понимаете, да? То есть притворяться. So this is all about learning how to pretend being better rather than you are. And this line gets erased or blurred in the very childhood, when the child learns that he has to pretend he is better. He's behaving good because he wants a candy or a cookie. Ребенку рано заниматься Pikaya. Of course, Pikaya is not for a child. Because, well, Ребенок должен учиться в детском саду, там, потом в начальных классах школы, там, потихонечку. well, children have their approach. I mean, like, children should go to the kindergarten, to the nursery school, preschool, school, whatever. И совершенно не важно, сколько вам лет. Это не имеет никакого значения. То есть есть люди, которые ведут себя как ребенок в 40 лет, а есть люди, которые ведут себя как взрослые в 20 лет. Понимаете? And just don't focus on, let me say, the age of the person. Because again, there are 40-year-old guys who actually behave like children, like 4-year-old children. So don't pay attention to the face of the person. То есть получается такая как бы ситуация. То есть доучитесь объективно смотреть на вещи и не думайте о себе. То есть вы должны знать свой уровень подготовки. So it's all about the true to life issue. You should be objective, you should know who you are, you should know your level of training, you should know what you're capable of. Я вот всегда как бы объяснял и телохранителям и так далее, что можно победить самого сильного противника, который намного тебя превосходит, если объективно оценивать свои силы. Dr. Maltsev always explained, let me say, even training the bodyguards and the others, that one is capable of winning even against a highly trained person who is much more professional. He can win, right in case he knows the, let me say, his own personal true level of skills. Их может быть 40, а ты можешь быть один. Even in a situation when you're one against 40 rivals or 40 opponents. Но все может закончиться в твою пользу. Again, everything you may win, even in this case. А им очень плохо. Вот. And you'll be feeling all right, and all your 40 opponents won't be feeling all right. They'll be feeling Ну, bad. если вы будете из себя делать Д'Артаньяна, как бы, и рассказывать, что вы сейчас там, когда злые бываете, то 7 убиваете, а на самом деле вы этого из себя не представляете, то вам дадут просто один раз по башке, как бы, и все, и на этом все закончится. And in case you are playing D'Artagnan like a musketeer of some sort of medieval story, again, well, you'll be dead. Or you'll receive a one blow in your head. Пример приведу, был человек у меня знакомый, там, их, наверное, человек 10 было в ресторане, как бы, они были здоровые, сильные, как бы, накачанные парни, а он был, вот такой, невысокий, коренастый, как бы, с девушкой, как бы, и вот они на него напали в ресторане, пьяные напали в ресторане. So, let me tell you a story. There was a guy, he was sitting in the restaurant together with his girlfriend, they were having a dinner or something like this, and then 10 drunk people, big guys with big muscles, these 10 big guys attacked him right in the restaurant. И на стене висел огнетушитель. And there was a fire extinguisher hanging on the wall. Он снял огнетушитель, взвел его, и как дал с огнетушителя, вот на подходящих товарищей, так они там все и посыпались, потому что это же, химический огнетушитель, да, глаза, все, как бы, сразу же, как бы, и высадил весь огнетушитель в их, как бы, сторону, и все закончилось. Вызовом скорой помощи, приведением их в порядок, отмыванием, уже всем не до этого было, ни до драки, ни до чего. Все сдали как можно быстрее, чтобы приехала скорая помощь, и чтобы кому-то спасти зрение, кому-то спасти, то есть поединок перешел совершенно в другую плоскость, в плоскость спасения людей. Как бы.
Уже МЧС. Понимаете, один поединок, один драка в ресторане. So this person, he didn't fight with his knuckles against these 10 guys. He actually grabbed the fire extinguisher and used this fire extinguisher all against these 10 people. And then everything just overlapped and changed highly because, again, it was all about trying to save yourself, because the fire extinguisher contains some sort of chemicals. And these chemicals, again, contacting with eyes, they produce so much troubles. So everyone wasn't fighting. They were not ready to fight once again. They were waiting for the ambulance. That's the end of the story. Понимаете, то есть где тут карате? No karate, Где тут, no martial arts. где тут какое-то воинское искусство? Просто грамотное, правильное решение и точный расчет, как бы, да? So again, it was a literally accurate solution and accurate implementation. One fire extinguisher against 10 people who tried to kick your ass. И умение использовать подручные средства. Again, this is all about the capability of using things that come in handy. Видите? То есть никакого воинского искусства. No martial art. Но это высшая степень воинского искусства. However, the story that Dr. Matsufik is explaining, the principle that's in the core of the story, it's all about the high level of real martial arts practice understanding. Потому что этот человек, он знает, как этот мир обратить в свою пользу. Because again, that story tells us that there Все are people, окружающее было обратить в свою пользу. Сделать союзниками. who know how to make the environment be friendly, how to make the environment help to overcome any problem. А эти пьяные ребята, они там в спортзале качаются и не знают, как обратить этот мир в свою пользу. Они сами властелины мира. И вот раз выяснилось, что они властелины. 5 пострадавших, как бы 5 сильно испугавшихся. So again, this knowledge is all about turning the world to your advantage. And the story tells us that even 10 guys who were training, let me say, for a long period of time somewhere in the gyms, they don't know how to turn their environment into their advantage. То есть таких примеров могут сотню привести. And there are so many examples of such a kind. Да, то есть есть 100 примеров у меня минимум, которые могли бы проиллюстрировать подобного рода вещи. Like dozens and hundreds of examples of such a kind, demonstrating the same principle. Вот вы должны научиться все обращать в свою пользу. So the main option is all about learning how to turn any environment, any situation to your advantage. И не стройте из себя Д'Артаньяна. Without pretending you're some sort of great fighter or whatever, or even the D'Artagnan the Musketeer. Да, не нужно этого делать, потому что это ничем хорошим для вас не закончится, а здоровье вы нигде не купите. Because again, the pretending, this, let me say, style of an actor, it won't end in a good way. Moreover, it's also about your health and being fit. You won't buy your health once you get somewhere or anywhere. Да, и задайте себе один вопрос: за что вы готовы драться? And there is one more question anyone should ask himself. What is the reason? What for are you ready to fight for? То есть в каких случаях вы готовы драться? What are the situations, what are the reasons, what are the points worth of fighting for you personally? That's the question. Да, наладьте с собой диалог. Вы должны понимать, то есть вы должны понимать свои ограничения. Again, it's a good idea to know your personal limitations. То есть какой-то человек это считает неважным, а какой-то считает очень для себя важным. Да? И вы можете просто по голове получить, потому что не успели разогнаться. And some people consider certain things significant or insignificant. However, all these considerations often drive a person to certain, let me say, stuff when he has no time. He thinks, however, he has no time for thinking, and he receives a good blow against his head. То есть должны это понять, да? То есть вы должны понять те ограничения, которые у вас существуют. So you should know your personal limitations. То есть если у вас эти ограничения есть, с ними нужно разобраться догматически. And in case you have those limitations, it's a good idea to deal with them beforehand, both philosophically, dogmatically, etc. Да. То есть вот что я вам хотел сказать относительно этой системы.
So these are the things Dr. Maltsev wanted to share with you today concerning this technological system of Pikaya. Да, и если вы готовы, мы готовы, в общем-то, начинать. So are you ready, guys? Because if you're ready, we are ready to start as well. То есть мы готовы учить молодежь, то есть или не молодежь, то есть значит, тех, кто считает себя начинающим, как бы, и будем создавать материал для тех, кто уже считает себя более подготовленным. So we are ready to start practicing and training with the newbies, with those who consider themselves beginners, as well as we are ready to produce a specific content for those who actually feel that they are not beginners, but they know something, they know, and they can go on. Окей?